Весы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш таро-прогноз на апрель 2023 года. Месяц обещает быть очень насыщенным, очень ярким, поэтому посмотрим, какими событиями он ознаменуется для вас. Помогут мне сегодня в работе Таро Светлого Провидца, а также Ленорман Исцеляющего Света. Поэтому настраиваемся на расклады, на получение информации и посмотрим, к чему вам готовиться. Общая энергия месяца, что вас ждет в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Итак, приступим. Общей энергии месяца. У вас здесь ложится девятка жезлов. Аркан, который указывает на ситуацию и желание защиты. Это, знаете, как, не могу сказать, что обороны, но это как закрыться, абстрагироваться от чего-либо, восполнить свой энергетический запас. Опять же, пополнить ресурсы своего организма, то есть восстановление и укрепление вашего иммунитета. Для кого-то действительно энергозащита, то есть вы можете использовать какие-то эзотерические практики, там, или заниматься йогой, пилатесом, тибетской гимнастикой, то, что восполняет и центрирует вашу энергетику. Посмотрим, в чем именно для вас отыграется девятка жезлов. Ну, по четверке жезлов это мой дом, моя крепость. Это в прямом смысле укрепление стен вашего дома. Это вопросы ремонта, обустройства, уюта, комфорта. Для кого-то отстаивание прав на свою личную территорию. То есть если вы с кем-то оспаривали право собственности, то здесь отстоять, выстоять, вырвать. И более того, для кого-то обзавестись своим углом. То есть если вы стремились к построению своего гнезда, к обретению недвижимости, это будет крайне успешный период. Вопросы работы. Ну, по пажу жезлов это много коммуникации, это много общения, это вопросы любопытства, которыми будет пропитан весь месяц. Почему? Потому что паж жезлов указывает на мотивацию. Вы понимаете, ради чего работать, ради чего стремиться и прикладывать усилия. Безусловно, этот аркан для каждого из вас отыграется по-разному, поэтому будем смотреть для каждого из вас. Итак, для тех, кто у нас не работает на текущем этапе. Паж жезлов и дурак – это получать дотации, помощь, субсидии на детей. Если у вас взрослые дети, это получать финансовую помощь от взрослых детей. Помимо всего прочего, это может быть какой-то периодический заработок, это могут быть вопросы детских товаров, это могут быть анимации для детей, это могут быть вопросы репетиторства и все, что напрямую или косвенно связано с детьми, как дополнительный источник заработка. Ну, то есть вы можете быть тут и няней, и педагогом, и аниматором, как угодно. Если рассматривать ситуацию для тех, кто у нас ищет работу, паж жезлов и двойка чаш – это через связи, через содействие вам помогут найти работу и трудоустроиться. То есть ваши связи сработают вам здесь в плюс. Если же вы у нас наемный работник, то паж жезлов и жрица – это получение информации, которую вы будете держать в тайне. Почему? Потому что это, как дает вам дополнительные какие-то бонусы, это дает вам какое-то дополнительное содействие со стороны руководства. Безусловно, может сложиться так, что вы будете вовлеченным случайно в какую-то ситуацию, которую не стоит афишировать, быть свидетелем чего-либо, но я говорю, вот эта вот скрытая информация, она вам будет во благо. Потому что здесь, во-первых, это понимать, что происходит, допустим, на вашей фирме, там, либо на предприятии, где вы работаете. Ну и, как следствие, позволит вам соломку подстелить. Опять же, здесь еще может услышать какую-то информацию, получить какие-то сплетни, но не разглашать их. И вот именно тот факт, что вы не будете участвовать в закулисных каких-то интригах, и поспособствует более, знаете, как тонкому взаимопониманию у вас с начальством, то есть с руководством. Как следствие, вы здесь будете на хорошем счету. Если же у вас свой собственный бизнес, паж жезлов и колесо фортуны. Это успешное развитие, это набор нового персонала, людей более активных, более амбициозных, это взаимодействие с таковыми. Это, знаете, как молодая кровь, которая входит в рамки вашего детища.
Это может быть привлечение СММщиков, таргетологов, кого угодно, кто позволяет, знаете, как расширить возможности, то есть продажи ваших товаров или услуг, ну и как следствие делать это больше налегке. То есть здесь идти в ногу со временем, быть более современным. Если смотреть финансовую сторону вопроса, Солнце, но здесь все более чем прекрасно. Хороший достаток, хороший доход, помимо всего прочего, траты на отпуск, на удовольствие, на отдых. И по Солнцу это действительно хороший приток денег. Может быть, даже в плане подарков неожиданных. Ну, потому что Солнце это как озарение, это резко, неожиданно. У кого-то может быть даже как выигрыш. Или, допустим, ресурсы, которые были заморожены, счет разблокировали, да, то есть приток денег. И действительно от этого неимоверная радость. Если смотреть вопросы здоровья, здесь падает аркан умеренность. Карта сама по себе замечательная и продуктивная, но есть одно но. Умеренность нам говорит о том, что здесь это вопрос чисток, как энергетических, будто, знаете, отливки на воск или на свинец, так и в прямом слове чисток, ну, знаете, как детоксикация, то есть очищение организма. У кого-то вопросы построения, сброса лишнего веса, у кого-то вопросы диеты, предписанные врачом, но они вообще продуктивно будут влиять на ваше самочувствие, на ваш организм и на то, как вы выглядите. Потому что умеренность – это все привести в баланс. Опять же, для многих это отказ от вредных привычек, потому что быть в балансе. То есть, допустим, отказаться от алкоголя или там, от сладкого, от табакокурения, то, что стабилизирует ваше самочувствие и качество вашей жизни. Если смотреть вопрос личной жизни, здесь у нас ложится паж Пентаклей. По пажу Пентаклей это всегда новый этап, новый опыт, получение новых знаний, как новые базы, новой информации. Для кого-то новый этап отношений. Поэтому будем смотреть, что здесь по факту. Для тех, кто у нас свободен, паж Пентаклей и суд, это, как правило, идет возрождение отношений с прошлого, но знаете, как по-новому, с новым подходом, с новыми действиями. Здесь больше, знаете, как конкретики, желание строить союз стабильный, долгосрочного плана. Действительно, будете над этим активно работать. Ну и, конечно же, паж Пентаклей, поскольку у нас указывает на вопросы детей, это может быть еще вопросы зачатия, деторождения. Если же мы рассматриваем ситуацию для тех, кто в любовных треугольниках, паж Пентаклей, тройка чаш, здесь по ситуации она пока неизменна, как в этом треугольнике вы были, так и остаетесь, но здесь желание взять для себя ресурс по максимуму, то есть это какие-то материальные блага, это какую-то помощь, это подспорье, то есть здесь эти отношения могут идти больше с позиции рационального подхода, да, меркантильного, но вам это во благо. Если вы в стабильных отношениях, то паж Пентаклей, десятка чаш, это перейти на новый этап отношений. Повторюсь, от момента встречались, стали сожительствовать, или сожительствовали, решили расписаться, или просто вопросы продолжения рода. Для тех, у кого же там уже дети или внуки, то паж Пентаклей, десятка чаш, это попытки строить что-то совместное. Может быть, новое дело, новый бизнес или совместно находить дополнительный источник заработка для семьи, потому что это как новый подход к распределению вашего бюджета семейного и вопросам заработка. Если же смотреть рекомендации, то по восьмерке жезлов это карта, которая вас призывает быть активными. То есть действуй, не сиди, принимай активное участие. Это, знаете, как карта скорости. Не раскачивайся долго, не сомневайся, хотя весам это свойственно, да, вот эти качели, быть или не быть. Но вот здесь принял решение, действуй согласно своему решению. Аркан, который говорит о том, что активное время перемен, нового начала, переездов, путешествий, эмиграции, смены места жительства, или если это работа через интернет, то активно развиваться в этой нише, в этом направлении. И если это знакомство, то здесь проявлять активность или отвечать нам на ухаживание, то есть не быть каким-то пассивным партнером в стороне. Вот здесь карта говорит, что прояви свою страсть, свой потенциал, свою заинтересованность, и ты многое получишь в столице и обратно. Если смотреть в целом, смотрите, месяц у вас значимый в плане финансов, в плане здоровья, поэтому обратите, пожалуйста, внимание на эти ниши, на эти сферы, а мы с вами еще посмотрим неожиданность периода. То есть какова здесь будет ситуация.
Так, женщина, всадник и корабль. И дно колоды аист. Ну, смотрите, для женщин это благоприятные известия о переменах. Во-первых, это получение благоприятных известий, это покупка билетов на отдых, планирование отдыха, это вопросы раннего бронирования. Опять же, приобретение транспортного средства с целью мобильности, улучшения качества жизни. Переезд, эмиграция, смена места жительства. Но еще в позитивном ключе это знакомство. Тут может идти на расстоянии или в поездке. Поэтому карты вам сулят тут очень благоприятные перемены. Для мужчин это обретение женщины, с которой вы будете строить семейный очаг. Поэтому супер. У вас очень продуктивный месяц, он очень перспективный. Поэтому действительно пусть ситуация таковой и будет. Ну а я в свою очередь закрою вам арканы и расклад таковыми картами, чтобы ситуация для вас отыгралась в плюс. От вас, мои хорошие, буду ждать обратной связи по прошествии периода, поэтому не забывайте черкнуть пару строк относительно того, как отыгрался месяц. Я же вас благодарю за внимание, с вами не прощаюсь, до новых встреч.